В 90-х годах 20 века грузинская пресса озвучила сенсационное сообщение. В горах Грузии найдена скрытая с незапамятных времен большая сакральная пещера. Она походит на кита и выстроена в виде грандиозной черепахи, выложенной из валунов, а сверху проецируется астральная ось Вселенной. Было рассказано и о других очень интересных фактах. Для некоторых эта информация звучала убедительно, для других нет. Автором тогдашних статей является грузинский эзотерик, писатель Гиви Алазнис Пирелли. Он считает, что кроме объяснения реального строения Вселенной, это открытие также объясняет главную причину разрушительных землетрясений. С чем мы имеем дело? Гиви Григорьевич, можете ли вы кратко ознакомить с содержанием этого инновационного документального сериала о тех, кто ограничен в свободном времени? Так будет лучше. Сегодняшнюю Землю охватил информационный хаос. Жители устали от такого количества новостей, и я сомневаюсь, что все досмотрят этот фильм до конца. С моей личной точки зрения найден главный объект Вселенной. Он расположен внутри Земли, в частности, под Кавказом, и представляет нулевой эпицентр отсчета пространства-времени. Посмотри, сегодня в нем скопилась сероводородная масса. Я это указал черным цветом. Внутри этого смертельного темного вещества сияет сверхсияние. Это описанное древними египтянами Ра, то же самое, что и Ра-Мзе. И между ними время от времени происходит разрядка. Вот это и есть причина сильных землетрясений. Вы говорите о внутренней области Земли. Почему вы упомянули слово «смертельный»? Известно, что в слое сероводорода нет признаков жизни. Что же касается того яркого сияния, оно характеризуется древними как чрезвычайный феномен. По описанию древних, если мы забросим высушенную бабочку в массу сверхсияния, она оживет и полетит. Таким образом, по причине этих двух, смертельного темного вещества и жизни, мы имеем дело с двумя сильно антагонистическими событиями. Любой, кто заинтересовался этим вопросом, пусть досмотрит этот фильм, и я обещаю, что его мировоззрение изменится. Но изменю его не я, поскольку гениальна сама тема. Изменит то, что я нашел в древнегрузинских эзотерических рукописях. Гиви Григорьевич, вы называете себя эзотериком. Можете ли вы объяснить, что такое эзотерика и почему эта отрасль была запрещена на протяжении последних веков? Сегодня часто используют это слово «эзотерика», как будто это в моде. Но я думаю, что не все знают, что изучает эта древняя сакральная наука. Кстати, я объясню. Тогда я летела горизонтально. На скорости ненормального движения. Это знают только те, кто это видел. Я как будто скользила в таком состоянии и... Я прошел через огромную лейку. Но был чудесный свет. Я оказался в абсолютно пустом космосе. На Земле это ощущение, вероятно, не имеет соответствующего слова. Когда остановилась, я не зашагала, я держала руки, как крылья самолета при взлете. И когда я прошла, я вдруг увидела свет и встала на ноги. Мне показали ад. В более ранние годы я использовал в качестве примера яйцо. По воле какого-то провидения, насколько яйцо круглое, оно не круглое. Насколько внутри оно заполненное и массивное, настолько оно имеет в одном месте углубление. Наверное, вы все чистили вареное яйцо и знаете, это не надо подтверждать. Какое заключение вы из этого вынесли? В 90-е годы в грузинской прессе я опубликовал такую концепцию. Если парадокс действует в отношении яиц, почему это не может проявиться в отношении Земли?
Давайте увеличу масштабы. Тем более, что шумеры сравнивали нашу планету с яйцом. Земля внутри массивная. Насколько она массивная, настолько внутри должна быть и пустота. Насколько она круглая? Ведь научный мир доказал, что Земля не оказалась круглой. Она эллипс. На протяжении последних 30 лет я знакомлюсь со знаменитыми текстами древнейших писаний, вымерших цивилизаций, которые сохранились до наших дней. Любой автор описывает, что внутри Земли сияет какой-то неземной свет. С чем мы имеем дело? Это та область, из-за которой и была создана такая отрасль знаний, как эзотерика, которая изучает структуру и сущность указанного подземелья. Чем вы докажете в научных кругах, что в недрах нашей планеты сияет что-то неземное? Я решил как-то засвидетельствовать это великое открытие и с раннего возраста начал искать перенесших клиническую смерть людей, которым я доверяю, и взял у них интервью. Давайте я начну рассказ об этом открытии с мистики. Потом перейду на физику и, исходя из атомных структур, докажу, что внутри Земли действительно должны существовать пустота и сияние. Это должно быть необходимым явлением по масштабу нашей планеты. Однако, к сожалению, то, о чем я говорю, неприемлемо для научного мира. Они смотрят на это все прагматично. Но неловко предлагать десятилетиями обществу один и тот же пример аналогии Земли и яйца. Давайте я вам объясню существование эзотерики с другой точки зрения. Когда человек умирает, его душа покидает тело и летит в темный, очень длинный черный тоннель. На том конце этого тоннеля душу встречает феномен неземной яркости. Души осознают, что там накопилось неземное сияние. Оттуда никто не хочет возвращаться. Это клиническая смерть. Тот, кто после смерти навсегда ушел и не вернулся, что и как он может нам рассказать, что он видел в черном туннеле или подземелье? Но есть исключения. Это также результат закона парадокса. Когда они возвращаются из клинической смерти и рассказывают такие странные истории, как мы можем убедить в этом ученых-прагматиков современности? Я решил снять документальный фильм, в котором параллельно развиваются мистицизм и физика, современные знания и опыт. И с помощью надежных, логичных фактов постараюсь объяснить ученым, с чем мы имеем дело и о чем нам рассказывают возвратившиеся оттуда люди. Вот этот вопрос и изучала сакральная научная отрасль древнейшей колхиды, называемая эзотерикой. Я всегда спрашиваю респондента, где они духовно очутились. Могут ли они представить хотя бы приблизительно, где находится это неземное сияние? Не приблизительно, а точно знаю. Скажу откровенно, где бы я ни была, я никогда не видела это место. Все было освещено, все сверкало.
Знаете, на что космос был похож? Всегда стояло у меня перед глазами. У меня там не было возможности суждения. Иду и смотрю на то, что происходит. Где я? В чем дело? Стопроцентная реальность. Знаете, как там было хорошо? Вы говорите, что на территории Грузии, в Эмирете, были найдены выложенные из валунов и известняка черепаха и кит. Если это реальность, как это связано с землетрясениями? Ранние японцы винили в землетрясениях кита. После 30-летних исследований я пришел к такому заключению, что землетрясения на Земле вызываются китом и черепахой. Или они действуют отдельно, или они могут быть единым механизмом. Конечно, в ранней эпохе было меньше знаний. Из-за этого винили в землетрясении то одно, то другое. Некоторые винили в этом огромную черепаху. Японцы прошедших веков обвиняли в землетрясениях огромную рыбу сомообразного вида. До сегодняшнего дня сохранилась старая картина, по которой японский император отправляет своих слуг убить этого сома, чтобы он не вызывал землетрясений. Но во всех этих случаях история о черепахе и ките исчезла из человеческой памяти до такой степени, что сегодня она остается легендой. Интересно, как объясняют ученые феномен, вызвавший землетрясение. Я говорил на эту тему с одним из грузинских академиков, профессором, который возглавляет группу сейсмологов в Тбилиси. Смотрите, что он мне сказал. Ныне возникновение землетрясений представляют так. Есть тектонические плиты разных размеров, которые движутся. Тектонические плиты являются жесткими образованиями и уходят на 100-200 километров вглубь Земли. Там есть слой, называемый как астеносфера, который представлен как полуталая, но очень вязкая, жидкообразная субстанция. И она образовывает конвективные единицы. На этих конвекционных клетках плавают тектонические плиты, двигаются и плывут по течению, которое вызывает конвекционная клетка астеносферы. Там, где эта клетка горячая, она поднимается и движется, а холодная идет вниз. За этим движением следуют тектонические плиты. В некоторых местах они достигают уровня ниже тектонической плиты океана, а в некоторых местах континентальные плиты трутся друг с другом. Там, где происходит трение тектонических плит, возникают землетрясения. Я не отрицаю, что в недрах Земли есть грандиозные плиты. Если это не так, то на чем расположено государство? Но я не согласен с ученым в том, что только лишь перемещение плиток вызовет землетрясение. Я предлагаю сейсмологам другой взгляд на то, какая сила колеблет плиты, что ими движет. И что вам ответил ученый? Я остановил академика и спросил. Например, землетрясение вызывает гигантские тектонические плиты, их движение или трение. Меня интересуют другие вещи. Откуда берется то огромное количество энергии, просто не поддающееся осмыслению? Возьмем один пример. 11 марта 2011 года внезапно так много энергии выявилось внутри Земли, что это вызвало огромное цунами и смыло все побережье Северной Японии. О каком количестве энергии мы говорим? Это посчитано.
В результате этого получено заключение, что это равно энергии сотен мегатонн атомных бомб. Это рассчитывается в эквивалентах тринитротолуола. То есть это число в эквиваленте взрыва тринитротолуольной бомбы равно миллиарду килотонн. Каждая из атомных бомб, уничтожившая Хиросиму и Нагасаки, несли по 32 килотонны. Если мы разделим миллиард на 32, то получится, что в результате землетрясения в Японии было выделено в 32 250 раз больше энергии, чем в результате взрыва бомбы в Нагасаки. Огромная энергия. Еще неизвестно, прежде чем когда-нибудь сотрясется Земля, должна же эта энергия в какой-то форме сохраняться. Знаете, в чем дело? В момент землетрясения по всей Земле распространяется невидимая волна, которую фиксирует любой сейсмограф. И если эта энергия до этого находится внутри нашей планеты, то почему это не фиксирует сейсмические аппараты? Я против того, что эту невидимую волну рождает взаимное трение подземных плит. И вы не согласны с научными концепциями? В интернете много фильмов об этом, и было бы хорошо, если бы вы их посмотрели. Например, один иностранный сейсмолог утверждает, что 11 марта 2011 года землетрясение у северного побережья Японии произвело столько энергии, что это эквивалентно примерно 500 тысячам атомных бомб. Тех бомб, которые взорвали в Хиросиме и Нагасаки. Ведь это невероятно, чтобы так много энергии внезапно выявилось из Земли, когда до этого, секундами ранее, ничего подобного не было в воде. В этом вся сложность предсказания Земли, извините, землетрясений. Эта энергия накапливается в недрах нашей планеты. Если мы говорим о поверхностных землетрясениях, источник которых находится на глубине десятков километров, то это один класс землетрясений. Второй класс — это субдукционные землетрясения, которые образовываются на глубине сотен километров. Хоть пусть они находятся на глубине десяток километров, хоть на 100 километров, мы не имеем возможности наблюдать, что происходит точно на той глубине. Гиви Григорьевич, как вы думаете, тот мистический тоннель, в котором скользят покинувшие тело души, находится в небе? Не в небе. Я не проходила тоннель. Прошел и вдруг очутился в одной пещере, которая была освещена. Внутри земли, а не на небе. Это реальность, но если ее не испытать на себе, человек может не поверить в это. Я с радостью встречу тот день, когда снова окажусь там. Как в земле очутилось солнце? Послушай их. Они были там. Чтобы светило солнце, так не было. Это было не солнце. Я там не видела солнца. Нет, солнца не было. Был очень красивый цвет. Там в одной из них, знаете, какая ситуация была? Спустилась, а там пещера. В прошедшие года я брал интервью у нескольких людей, которые испытывали кратковременную смерть, и то, что они увидели, похоже на чудеса.
Они находились в неземной среде, как будто светило солнце, но солнцем будто бы не являлось. Там прекрасная природа. Их духовное путешествие начинается с черного тоннеля, по которому они скользят. Остальное они сами расскажут. Некоторые интервью, которые я предлагаю в этом фильме, являются аргументами. Это же не я придумал. Это достоверные факты. Люди действительно выходят из собственного тела даже в 21 веке, и они видят душой тот свет, о котором я должен рассказать вам в 7 сериях этого фильма. Это чрезвычайно важная тема. Натья, знаете, в чем дело? Это известно. В книгах многих народов было написано о том, что во время клинической смерти человек духовно находился где-то. Однако никто не знает, где это место. Тем не менее, вышедшая из тела душа проходит через черный и длинный тоннель, а в конце этого тоннеля его встречает наполненный любовью сверхсвет. По моей версии, место, где накапливается небесное сияние, это происходит в протоне Вселенной. Но скажи мне честно, знает ли кто-нибудь то, что я сейчас сказал? Итак, когда это случилось с тобой? Я пришла домой с работы ночью. Было начало 12-го. Мой муж сказал мне, что у него ничего не болит, но он очень потеет и попросил полотенце. Вытер лицо. Я посидела некоторое время, но мне было как-то нехорошо, и я легла. Меня беспокоила головная боль. Видимо, я встала, нашла лекарство, также взяла стакан, но потом мы не могли установить, пила ли я болеутоляющие таблетки. Тогда у нас в спальне был низкий диван, но я не легла на него, я легла на пол. И помню, как просила своего мужа: «Миша, что со мной? Подай мне руку. Я хочу лечь на диван». Как я оказалась на диване, я не знаю. Меня там нашли без сознания. Я ничего более не помню, кроме того, как на следующий день проснулась приблизительно в 5 часов дня. Насколько я знаю, ты была мертва несколько часов. Да. Тогда, когда твое тело находилось в неподвижном состоянии, где ты была? Что ты видела? Знаете что, скажу откровенно. Я никогда не видела это место, но... Помнишь ли ты свое прохождение в тоннеле? Я не прошла, я взлетела как самолет. Положила так руки и прошла. Внезапно увидела свет и встала. Оглянулась. Думаю, где я? И что я увидела? Поле. Зеленое поле. Были низкие ростки пшеницы. Не было ни дорог, ни следов. Поле не было потоптано. Только несколько кустов роз с листьями и стеблями. Я не видела ни одного раскрывшегося цветка. Предлагаю первый комментарий. Я прочитал знаменитую книгу американского исследователя и писателя доктора Моуди «Жизнь после смерти».
Он посетил 100 пациентов, говорил с ними, записал с ними диалоги, а затем опубликовал это в виде книги. Я пытался связаться с господином Моуди несколько раз посредством интернета, но он не ответил. Я хотел сказать, что тоннель, в котором начинает свое движение души, фактически найден. И в этом фильме я хочу поговорить об этом. Это диполь Вселенной. Но кто из физиков знает, о чем я сейчас сказал? Большинство опрошенных господином Моуди респондентов вспоминают прекрасную природу. Самое главное, там, где они стояли, было пшеничное поле. Как будто это были ростки пшеницы. Это интересно, потому что мои респонденты также рассказывают, что они стояли в пшеничном поле. Ведь невозможно, чтобы те, кто перенесли клиническую смерть на разных континентах, смогли договориться. Давайте все вместе скажем какую-нибудь глупость. Нет, это для меня неприемлемо. А поскольку повествования очевидцев из совершенно разных мест планеты совпадают друг с другом, и большинство из них попадают в зеленое поле ростков пшеницы и сияния, в конце концов, в пространстве 21 век, мы должны понимать, что это правда. И если этого тоннеля вообще нет, что видят люди? Они лгут нам? Однажды я предположил, что, может быть, это иллюзия. В связи с этим в интернете смотрел фильмы. Меня смущает вывод нейрохирургов. Они говорят, что это вызвано раздражением нейронов в период трепанации. Душа? Какая душа? Они в это не верят. Происходит что-то другое, что, к сожалению, современная научная команда не смогла понять. И пришло время признать это. Госпожа Маргалита, вы перенесли клиническую смерть. Расскажите нам, пожалуйста, что случилось? Когда это случилось? Что вы помните? Что я помню? Это было в 1985 году. Во время родов у меня началось кровотечение. На этом фоне развился синдром ДВС, и я отключилась. Помню, как я покидала тело. Это отвратительно. Масса, то есть мое физическое тело, выглядело как желатин. Я была растеряна, шокирована. Внезапно я почувствовала облегчение. Когда я вышла из этой массы, стою рядом с доктором и вижу свое тело, и я удивлена. Неужели я была в нем? Растерянно оглядываюсь, мне интересно, что происходит, где я? Внезапно я оказалась на маковом поле. Я помню, как колыхалось это поле. Я испытывала чувство счастья, что-то такое, чего я просто не могу передать. На Земле нет такого слова, которым я смогла бы передать это. Я всегда спрашиваю своего респондента, когда он покидал тело, что он испытал, что он увидел впервые. Или находился ли он там же, или он моментально перешел в другое, неземное пространство.
что он там увидел и когда все это произошло. Это произошло в 1995 году. Был март месяц. Мне понадобилась операция. До операции мне сделали наркоз. Нарколог был мой друг, и я, шутя, попросил его: «Отправь меня куда-нибудь». Он дал мне стимул и сказал, что отправит меня на прогулку. Я очень боялся укола, но что было делать, пришлось с этим смириться. Прошло, наверное, несколько минут. Началось действие наркоза, и я оказался в неестественной ситуации. Я оказался в абсолютно пустом космосе. Знаете, каким он был? Представьте себе звездное небо. Я знаю кое-что о созвездиях, однако у меня не было там возможности думать, которое из них какое. Космос был так усеян звездами, что я был поражен. Фактически, я был духовно вне тела. Я там услышал звук космоса, который не забуду. Все вокруг гудело приблизительно так. Я не знаю, как там происходит распространение звука и как это объяснит физик, но я реально слышал тот звук. Через несколько секунд космос начал крутиться слева направо. И как у фотоаппарата есть диафрагма, которая увеличивается или уменьшается, там так сформировался конус, и я на ненормальной скорости вышел через сияющий звездный небесный огромный конус. Я хочу верить, что о чем вы говорите, это правда. Что даст миру это признание? Прежде всего, это выявило причину сильных землетрясений, о которых я говорил. Кроме того, идея создания этого фильма была продиктована двумя тревожными выводами. Я сейчас объясню вам это. Удивительно, что по-грузински ростковое поле пшеницы называется «кана». Нижний мир, о котором будет постепенно развиваться разговор, в древнегрузинских религиозных текстах называется «квекана». Точнее, по-старинному «куэкана». Это слово «куэкана» имеет и другое значение – «нижняя нива», или же находящаяся под чем-то нива, пшеничное поле. Мы, грузины, должны догадаться, что в нашем языке лежит огромная информация. Тот, кто некогда создал это слово, «куэкана», знал, что где-то внизу существует «кана», то есть пшеничное поле. В рукописях нашего Ветхого Завета, в текстах Нового Завета, все эти тексты святых полны этим словом. Посмотрите, с чем мы имеем дело. Мы знаем, что Библия начинается следующим образом. Великий пророк Моисей описывает, как была создана Вселенная, кто ее создал, за сколько дней она была создана и так далее. Мне стало интересно, откуда человек впервые появился на поверхности Земли. Пророк Моисей привел этот эпизод в нашем Ветхом Завете так. Вначале человек вышел из Нижнего мира. Но когда я читаю это на разных языках, например, я перевел этот фрагмент с французского, английского, русского, этот эпизод Библии непонятен. Когда я прочитал это в современной, нашей опубликованной третьей письменностью Библии, я опять был в замешательстве. Я все равно не мог понять, откуда появился человек на плоскости Земли.
Однако было достаточно взять старую грузинскую версию Библии, которая зафиксирована на нашем первом алфавите до нашей эры и даже за ее пределами. Это очень старые рукописи. Я заметил, что в них используется слово «вышел», и написано такое. Первое человеческое проявление, точнее выявление, произошло внизу, в Куэкане, а затем оттуда на поверхности суши, что на нашем языке называется Куэканасазеда, то есть над землей, и означает существующее снизу пространство, поверхностное место. Выйдя снизу, человек начинает размножаться Куэканасазеда, то есть на поверхности суши. Давайте вместе оценим ситуацию. Если Куэкана — это мы, размещенное на плоскости Земли население, какая разница, Грузия это или какая-нибудь другая территория? Получается, что человек зародился на поверхности нашей планеты, а потом он поднялся на Куэканасазеда, и что где-то летает. Более того, мы до сих пор не смогли найти Эдем и рай. И когда я всмотрелся в наши старые библейские тексты, оказалось, что Куэкана — это нижний мир, и человек вышел оттуда, а Куэканасазеда, то есть над подземным хлебным полем, это мы, Грузия. Теперь я перейду к другому, очень интересному и актуальному вопросу. И смотрите, к чему мы придем. В Ветхом Завете дан такой эпизод. Когда пророк Иезекииль увидел явление, Господь Адонай говорит ему, чего ожидать в наше время, и дает указание предупредить свой народ. Я начал внимательно читать, что Господь говорит Иезекиилю и что означает «мой народ». И описана расположенная между двумя морями наша страна, так называемая «страна ветров». Это имя нам дали шумеры, а до этого наша страна называлась Хуристан. Когда Всевышний Бог говорит с Иезекиилем, Ветхий Завет описывает это. Давайте вместо того, чтобы передавать это поверхностно, лучше я вам почитаю. Вот у меня Библия, но пока я найду этот эпизод, мы потеряем время. Поэтому я выписал его. Так вот, Всевышний говорит ему: «И он увидит, что на страну идет меч, и затрубит в рог, чтобы предупредить народ. Тот, кто услышит рог, но не остережется, и меч, придя, лишит его жизни, сам будет повинен в своей гибели». Раз он услышал рог и не остерегся, он сам виноват в своей гибели. Если бы он остерегся, то остался бы жив. Библия не создана нашей третьей письменностью. Это тексты более ранней версии Библии, созданные второй версией грузинского алфавита, которая по-нашему называется Нусхур-Хуцури. Позвольте мне прокомментировать, о чем идет речь в этом тексте. Во-первых, должен прийти Эбгури. Кто он такой? Я пролистал созданные нашими наставниками словари грузинского языка прошлых веков. Приводится такое определение. Эбгури означает, как вам сказать, страж,
разведчик Вселенной. Он видит будущее и предупреждает, который, мол, скоро появится. То есть те, кто раньше узнает эту весть, что ожидается в одном из регионов Земли, фактически требуют, чтобы он проинформировал заранее свой народ. Если он догадается, что это ожидаемо, и замолчит, испугается, спрячется и не скажет, далее в тексте по отношению к нему применяется угроза. И если Эбгури нашего времени скажет об этом, но слушатель не принимает это во внимание, мол, это уже проблема людей. Примерно такое сказано на современном языке. Почему я взял этот эпизод из старой грузинской Библии? Здесь адресовано место, куда войдет этот меч, то есть луч. Натья, только что я прочел вам древнегрузинскую версию этого пророчества. Ты догадалась, где это произойдет? Давайте я визуально представлю ту же цитату на мониторе. Эбгури, увидев меч, идущий над Куэканаса-Зеда, затрубит в рог, чтобы предупредить народ. И если кто будет слушать голос трубы, но не остережет себя, то когда меч придет и захватит его, кровь его будет на его голове. Раз он услышал рог и не остерегся, он сам виноват в своей гибели. Если бы он остерегся, то остался бы жив и духовно богат. То есть тот, кто ныне примет меры, выживет и сохранит свою душу. Еще один вопрос. Относится ли это к нашей территории в целом? Ни за что. Это относится только к одному региону. Это не распространяется на всю Грузию. Ничего похожего на катастрофу не произойдет. Однако одно обстоятельство продиктовало мне заявить об этом громко. Это вызовет страшную панику среди нашего населения. Я также знаю, что это вызовет панику. Притом случится так, что кто-то не увидит этот фильм по телевизору или в интернете. Тогда среди населения устно будет распространяться слух, что, по словам Алазни Спирелли, мы погибнем. Когда это произойдет? Что мы, здешние, можем сделать? Натья, поэтому я вам говорю заранее. Что мне продиктовало, что было главным, чтобы я начал говорить об этом еще в прошедшие года? Сначала с помощью личной газеты, затем с помощью моих книг, теперь уже с помощью этого фильма. В ближайшем будущем на небе появится странное небесное сияние. Наверное, оно будет подобно Солнцу, но я не знаю, как назовут это ученые – кометой или астероидом. Шумеры также обещали нам это. В их текстах написано, что в конце последнего времени в небе появится планета-объект, названная как Нибиру. Короче, где бы я ни пролистал древнюю книгу, пророчество об этом лежит почти в каждой религии. Это тексты цивилизаций Майя, Перу или Вавилона. Везде указано, что в последнее время будет раскрыта очень большая тайна. Это также написано Мохаммедом в его книге. Когда появится это сияние, знаете, что случится на земле? Как потом успокоить мир? Потом, как это объяснить населению, что это сияние появится только на территории Грузии, полночь, и как в Ветхом Завете в пророчестве Захарии написано, перетянется от этой долины до той долины. Вот и все.
Тогда в Грузии и начнется наш фурор. Мы станем сверхгосударством. Что меня беспокоит? Когда тот свет появится в небе, некоторые иностранные ученые напишут, что это раскаленный свинец, другие, что это раскаленная медь. Третий скажет еще какую-нибудь чушь, что это 30-тонное или 300-тонное большое что-то, и оно идет к земле. Люди, вы хоть знаете, паника какого уровня начнется на земле? Не лучше ли, если прежде я скажу это? Да, немного испугаемся, но в чем проблема? Неужели в целях выживания не стоит немного испугаться на этом этапе, а в обмен на это мы выживем? Когда вы вырываете зуб, в тот момент больнее, чем до этого. Почему вы вырываете зуб? Потому что потом вам станет хорошо, ведь так? Мы с сыном собираем этот фильм 4 года. Вы можете заметить, что я очень устал. Это видно и на речи. Я работаю день и ночь. Помогите мне финансово. Мы срочно переведем этот фильм на разные языки. Английский, французский, немецкий, русский, хинди, чтобы об этом услышали и в Индии. Что даст нам это? Если мы создадим вторую, третью и последнюю, 7-ю серию этого документального фильма, я представлю такие аргументы человечеству, исходя не только из Библии или из древнего мышления, а я представлю такую инновацию на языке современных физиков, что никто не сможет упрекнуть, как будто я допустил какую-то ошибку. Все это очень логично, и я подтверждаю это, исходя из 30-летнего опыта работы. Но это логично не потому, что я Гиви, и это моя заслуга. Я начал этот фильм с этого. Сама тема настолько сильна, что в ближайшее время она сама разобьет все нелогичное. Если мы хотим, чтобы диполь Вселенной исправился, давайте присмотрим за нашей Грузией и спасем ее. И когда этот диполь мирно пройдет территорию Грузии, больше не будет землетрясений, такого большого града и наводнений. Тогда вы увидите, как улучшится состояние человечества и богатых, и бедных стран. Если же нет, не дай Бог, то что ожидает весь мир от такого упадка нашей Грузии? Я свое сказал, и древние тоже свое сказали. Натя, время первой серии фильма истекло. Достаточно.